Друзья, уверен, что многие из вас хотя бы раз в жизни готовили холодец. В этом видео я расскажу вам, что можно сделать с жиром, который образуется на поверхности холодца. Сегодня мы приготовим с вами из жира, который образуется на поверхности холодца, натуральное мыло. Нам понадобится всего лишь 3 ингредиента. Это сам жир, каустическая сода и вода. Каустическую соду вы можете приобрести в хозяйственных магазинах или на любом маркетплейсе. Ингредиенты для приготовления мыла рассчитываем из расчета веса жира. На 1 кг жира нам необходимо 150 грамм каустической соды и 330 грамм воды. Первым делом нам необходимо очистить наш жир от всех примесей. Для этого растворяем наш жир в кипятке, процеживаем через мелкое металлическое сито, остужаем до комнатной температуры и затем охлаждаем в холодильнике, так, чтобы мы могли собрать весь наш жир сверху. У меня из моего холодца получилось 150 грамм очищенного жира. На это количество мне необходимо взять 23 грамма каустической соды и 50 грамм обычной воды. Каустическую соду необходимо растворить в воде. Берите холодную воду, поскольку реакция растворения каустической соды идет с выделением большого количества тепла. Стакан, в котором я растворяю каустическую соду, сильно нагреется. Будьте также предельно осторожны, поскольку каустическая сода является сильной щелочью и при попадании на кожу может оставить ожоги, поэтому все операции рекомендуется проводить в резиновых перчатках. Даже деревянная палочка под воздействием щелочи потемнела. Наш щелочной раствор должен остыть до температуры 30-40 градусов. Пока он остывает, мы растопим на плите наш жир. Далее нам необходимо смешать жир и нашу щелочь. При этом температура жира и щелочи должна быть примерно одной температуры, в диапазоне 30-40 градусов. Я для температурного контроля использую обычный кулинарный термометр. Если у вас нет термометра, то температуру вы можете определять на ощупь. Прикасаясь рукой к посуде и стакану с щелочью, температура наших ингредиентов должна соответствовать примерно температуре вашего тела, то есть на ощупь должна быть не горячей. Добавляем щелочной раствор к нашему жиру. Далее нашу смесь необходимо взбить при помощи погружного блендера. Взбивать необходимо до такого состояния, когда насадка блендера будет оставлять устойчивый след на поверхности нашего будущего мыла. Если после 5 минут взбивания консистенция остается все еще жидкая, необходимо наш раствор отставить на 15-20 минут в сторону и подождать. И затем вернуться снова к взбиванию. Взбиваем примерно 5-10 минут до такого состояния, чтобы на поверхности нашего будущего мыла насадка от блендера оставляла устойчивый след. Это примерно консистенция густого сгущенного молока. Будьте внимательны, это еще не мыло, это сильный щелочной раствор, который при попадании на кожу может оставить ожоги, поэтому работайте в резиновых перчатках. Переливаем нашу взбитую смесь в пластиковую емкость. Рекомендую ее немножко простучать, чтобы вышли пузырьки воздуха. Далее нашу пластиковую форму с будущим мылом необходимо поставить в теплое место на 4-6 часов, чтобы прошла химическая реакция и наше мыло затвердело. После этого мы извлекаем наше мыло из пластиковой формы и укладываем его на бумагу. Обратите внимание, я работаю в резиновых перчатках. Несмотря на то, что наше мыло пенится, оно еще не готово. В нем еще протекает химическая реакция, и наше мыло обладает повышенной щелочностью. Из 150 грамм жира у меня получился кусок мыла весом 200 грамм. Теперь наше мыло необходимо оставить на созревание на 4 недели в теплое место без попадания прямых солнечных лучей. В течение этого времени химическая реакция полностью закончится, и наше мыло будет готово. Все время на созревании мыло у нас находится открытым просто на листе бумаги. Его накрывать не надо. Поскольку наше мыло – это полностью натуральный продукт, хранить его необходимо в обычной бумаге и не заворачивать его в пищевую пленку или в пакет, так оно прогоркнет и испортится. Теперь вы точно знаете, что вам делать со всем жиром, который у вас остался после праздников.